Сейчас будем готовить карамельный ганаш с арахисом. Для этого нам потребуется сухой сотейник, на дно которого мы отправляем сахарный песок. Молочный шоколад, если вы используете плиточку, то порубите ее на мелкие кусочки. Дробленый арахис, желательно соленый. Если он не соленый, то соль придется добавить, буквально пару щепоток. Это сливки 33% жирности и сливочное масло 82,5% жирности. Перед началом работы сливки отправляем в микроволновку и доводим до кипения. Включаем плиту на максимальную мощность и ждем, когда сахар начнет растапливаться. Силиконовой лопаткой помешивать сахар мы не будем. Сделаем это следующим образом. Двигаем сотейник из стороны в сторону резкими быстрыми движениями. То есть подождали, когда какое-то количество сахара растопилось, и перемешали. Карамель готова. Снимаем сотейник с огня и вводим горячие сливки. Вводим тонкой струйкой, постепенно перемешиваем. Вот так вот двигаем сотейник. Еще сливок. Карамелька постепенно остывает. Если сейчас мы обнаружим на дне или на стенках кусочки карамели, то обратно вернем это на плиту и будем растапливать до объединения вот этой массы, до ее однородности. Смотрим. Да, немножко есть на дне, сейчас будем перемешивать. То есть нам важно, чтобы не было вот таких вот, видите, тут не вся карамель соединилась со сливками. То есть, чтобы не было кусков карамели у нас потом. Возвращаем на плиту и немножко прогреем. Постоянно помешиваем силиконовой лопаткой. Нам нужно растворить всю карамель. Вот, чтобы донышко у нас было чистое, и стеночки, и не было кусочков карамели. Угу. Все отлично. Видите, все гладенько. И сразу же отправляем туда шоколад, чтобы он растопился. Интенсивно помешиваем. Следим за чистотой стеночек, то есть ставим лопатку на ребро и вот так вот все прочищаем, потому что если там останется непромешанные кусочки шоколада, они впоследствии могут образовать крупинки в вашем креме. Шоколад растоплен, карамельный ганаш практически готов. Осталось ввести туда сливочное масло и орехи. Со сливочным маслом есть два варианта. Если вы хотите вкус топленого масла, то можно добавить сейчас, когда смесь еще горячая. И если же хотите более плотный ганаш, то дождитесь остывания массы до 35 градусов и введите туда сливочное масло. Масла мы всегда вводим, когда температура массы от 30 до 35 градусов. Если вы введете сливочное масло, да еще и холодное, не комнатной температуры, в массу, которая у вас градусов 28, то в таком случае есть вероятность хлопьев, то есть масло посечется, образуется отдельная жидкость. Если такое произошло и крем с содержанием масла у вас посекся, неважно какое масло, со сгущенкой или ганаш, то вы просто нагреете массу до 30 градусов, и тогда все объединится, все будет хорошо. Все гладенько, все отлично. И отправляем туда арахис. Тщательно перемешиваем. Посмотрите, что должно в итоге получиться. Вот такая вот масса. Не будем дожидаться, пока ганаш остынет и стабилизируется. Нам нужно вот в таком вот виде нанести его сразу на бисквиты. Берем наши коржи и равномерно распределяем ганаш на 3 коржа. Рецепт этого вкусного шоколадного бисквита вы найдете по ссылке в закрепленном комментарии под этим видео. Затем намазываем на корж так, чтобы он весь был покрыт
этой ореховой пастой. Буквально пару миллиметров от края можете отступить, не наносить туда ганаш, потому что сейчас мы эти коржи заморозим, и при сборке замороженный ганаш может нам помешать. Все готово, отправляем коржи в морозильную камеру буквально на полчаса, как раз приготовим крем для сборки. В следующем видео вас ждет сборка торта Сникерс и украшение его пряничными топерами, а также подтеками и цветным выравниванием. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, делитесь ссылкой на это видео со своими друзьями в социальных сетях и обязательно загляните в закрепленный комментарий. Там я оставила для вас самые полезные ссылки.